Всем привет! Снова рада видеть вас на своем канале. Сегодня по многочисленным просьбам действительно возникло несколько предложений, вопросов о том, чтобы я немножко рассказала поподробнее про инвестиции. Так как мои видео набирают хорошее количество просмотров именно вот в этом плане, в плане инвестиций, я все-таки подумала, что почему бы и нет, почему бы еще одну интересную схему вложений не рассказать. По крайней мере, я могу рассказать ее со стороны личного опыта, поэтому, может быть, кому-то это будет полезно. И, собственно, может быть, сделайте точно так же. Итак, расскажу именно о своей схеме, которую в этом году я провела, так скажем, именно в инвестициях. С чего хочу начать? Хочу рассказать сначала в общем, а потом чуть-чуть поподробнее, чтобы вам было чуть-чуть попонятнее. Также буду в уголочке вставлять картинки, чтобы еще более понятно и наглядно было, о чем я говорю. Потому что кому-то может быть удобно на слух воспринимать, а кому-то, возможно, на картинке будет удобно. Итак, поехали. Сначала расскажу про инвестиционный счет, такой как ИИС. Это индивидуальный инвестиционный счет, это брокерский счет, но он от обычного брокерского счета отличается тем, что с этого счета можно получить налоговые вычеты. ИИС может быть у клиента только один, брокерских счетов вы можете открывать сколько угодно, а именно ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, вы можете открыть только один. И на нем максимум может быть 1 миллион рублей. Меньше можно, больше нельзя. Разные банки предлагают разные схемы внесений. И, соответственно, я расскажу про тот банк, в котором я вкладываю. Соответственно, расскажу, как по моей схеме я вкладываю. Ну и, может быть, как раз именно это вас и заинтересует. Как в других банках я не знаю, я расскажу про свой. Я веду ИИС в Сбербанке. Открывается ИИС на любой, собственно, срок. Но есть один маленький интересный момент. Если у клиента ИИС длится более 3 лет, с дохода 13% отдавать в государство и перечислять там, да, и так далее не нужно. То есть уже как раз у клиента есть возможность, наоборот, себе забрать 13% от вложенных средств, но не более 52 тысяч рублей. Есть определенные рамки у нашего законодательства, которые вот включают только максимум 52 тысячи рублей. То есть это получается 13%, это с 400 тысяч рублей. Ну вот, соответственно, сумму клиент может вносить любую, да, до миллиона. А может, если у него там чуть-чуть меньше миллиона, то вот по 400 тысяч каждый год и может носить, все 3 года. Тоже очень интересно, выгодно. Далее. ИИС также можно открыть с нулем. Вообще деньги никакие не вкладывать, но главное его открыть. Что, собственно, и сделала я, схитрив тем самым, потому что я знаю, что у государства я могу забрать 13% от вложенных мною средств, не более 52 тысяч рублей, а только после 3 лет ведения счета. То есть 3 года прошло, я могу его закрыть. Во-первых, забрать проценты, могу не закрывать, но проценты уже 13% вычета налогового тоже забирать. И, собственно, ждать доход. Через ИИС можно покупать облигации. Что именно я про свой счет говорю. Можно, собственно, там много что купить, но мы сейчас поговорим именно про мою схему ведения. Я купила облигации через свой счет ИИС. Итак, так как ИИС длится любое количество времени, но с 3-го года мы можем забрать 13% от вложенных средств, это я сейчас про доход не говорю, это просто про 13% налогового вычета. Итак, самое здесь главное, что я открыла счет с нулем 2,5 года назад. И вот как раз в этом году, получается, последний год, когда я могу внести на него деньги и забрать 13%. Потому что те года я ничего не инвестировала, ничего не вкладывала. Но можно вкладывать каждый год. То есть тут уже на усмотрение клиента. Есть деньги, почему нет? Пользуйтесь, пожалуйста, этой схемой. Я сделала так, чтобы он уже имел течение срока. 1-й год, 2-й год
И вот третий, и на третьем году я как раз вкладываю финансы. Что я сделала? Купила я облигации и посмотрела, какие облигации будут заканчиваться сроком вот буквально в этом же году. Есть такие облигации, у которых вот пятилетки, трехлетки, да, которые заканчиваются в определенный срок. Для меня это было выгодно, потому что, по сути, я вкладываю деньги на полгода, по сути, на полгода. То есть закончатся вот эти облигации через полгода. Но чем интересно, это все можно посмотреть в приложении Quick, либо в том брокерском приложении, которое вам ваш банк предлагает. Но я работаю сейчас со Сбербанком, поэтому Сбербанк Инвестор, соответственно, я им пользуюсь. У меня есть осталось как старое приложение, так и новое. Скачать его, соответственно, можно со sberbank.ru, то есть там все сделано так, чтобы клиенту было удобно. Так вот, посмотрела, значит, есть такие облигации, вот, как я уже сказала, с течением срока, например, 3-5 лет, вот мои, по-моему, 5-летка, там не столь важно, сам факт, что они заканчиваются через полгода. Но сейчас очень выгодно делают для клиентов, даже в облигациях. Облигация, как мы знаем, да, долговая ценная бумага, которая дает возможность заработать чуть больше, чем на обычном вкладе. Это самый консервативный способ вложить деньги. Потому что мы все с вами еще слышали слово акции. Ну, акции это прям вот агрессивный совсем способ такой, да, там может что-то пропасть, может что-то остаться. Так как я рисковать не хотела, это самый простой способ войти в инвестиции, это, конечно, облигации. Далее, так как течение срока, вот 5 лет, видимо, там уже давным-давно началось, еще раньше, чем я открыла счет ИИС. И вот заканчивается он как раз сначала вот эти облигации, срок их заканчивается, а потом уже через полгода заканчивается мой ИИС как раз, когда я смогу его закрыть и вывести все финансы. Но при этом я выбрала такие облигации, которые дают доход ежеквартально. Ежеквартально очень удобно. Сейчас многие как раз компании перешли вот на такую систему, когда дают клиенту ежеквартальные выплаты. Они тоже делятся на такие, которые перечисляют, например, как в ПИФах, могут перечислять на карту клиента доход. То есть каждые 3 месяца у вас доход приходит больше, чем на обычном вкладе. Либо на вот этот же ИИС. И их можно докупать, либо просто они мертвым грузом, в принципе, лежат, тоже никому не мешают, все нормально. Чем мне было удобно? Мне нужен был короткий срок, и мне нужно было самый консервативный способ внесения, чтобы у меня ничего не пропало, грубо говоря. Я хотела на этом заработать. Плюс еще 13%, не забываем, это налоговый вычет. То есть вот если вносить, я сейчас просто буду приводить пример, сумма, понятно, у всех может быть своя, разная, но я, например, назову там 200 тысяч. Вот внесла я 200 тысяч, я посмотрела, когда выплачиваются купоны, на каких облигациях, то есть также провела анализ. Также можете зайти посмотреть в инвестор, в какое-либо приложение инвестор и посмотреть, как выплачиваются доходы. Допустим, купонный доход. Купон – это просто ваш доход, да, вот как на вкладе вы раз в году получаете, к примеру, да, а здесь квартально. Вот все, тот же доход. И получается, каждых 3 месяца эти облигации давали своим клиентам доход, купон. Я выбрала такой, который успеваю за полгода 3 раза получить. Даже там не столько 6 месяцев, там чуть больше 6 месяцев, поэтому я успела. Я вот внесла, например, в ноябре и успела как раз на купонный доход. То есть я еще только внесла деньги, а мне уже доход пришел. Такие правила. Далее, через 3 месяца у меня будет еще один купонный доход. И в самом конце, соответственно, тоже купонный доход, и все, и закончится. И облигация закончится, эта корзинка закончится. Тем самым я получу 3 раза доход. Это пока мы считаем только доход, который именно по облигациям. Мы пока 13% НДФЛ не считаем. Я сейчас чуточку позже расскажу. Так вот, чем интересно мне это было? Потому что
Конечно, заведение счета, за то, что банк работает, вы не заморачиваетесь, как говорится, ничем. Вы платите там определенный небольшой, на самом деле, процент именно заведение счета, чем меня, конечно, устроило. И, по сути, вот этим первым купоном я окупила все свои расходы, что меня, конечно, не могло не порадовать. Даже больше чуть-чуть было, но главное, окупила расходы. Значит, 2 последующих купона я получаю чистую прибыль, потому что вовремя вложила. Вот и вам так советую тоже. Далее, когда закончатся мои облигации, финансы переведутся все вместе с купончиками, с 3 этими, да, мне на счет. Они уже будут на счету. И через полгода я смогу, в принципе, закрыть инвестиционный счет, индивидуальный инвестиционный счет и, собственно, вывести все деньги. Могу еще дальше вложить, почему нет? 3-летний, 5-летний, а чем дольше, тем, соответственно, больше процентов. Это всегда так было, исторически заложено. Но мне, например, небольшой срок, не хотела, чтобы инфляция съела деньги, и хотела максимально их сохранить, но еще 3 копеечки заработать. Собственно, вот так вот и сделала. Тоже сумму внесла и, пожалуйста, получила. Далее, так как я внесла в ноябре, я вам уже сказала, дальше будет декабрь, январь, февраль. Значит, в феврале и март, апрель, май, да, и в мае последняя выплата и закрывается. Значит, в феврале я, получается, получаю второй купончик, во-первых. А во-вторых, в феврале можно подать на налоговый вычет на 13% от вложенной суммы. Почему я вам, к примеру, назвала там 200 тысяч, чтобы вам было понятно, что с 200 тысяч рублей налоговый вычет 13%, я получу 26 тысяч рублей. Представляете, за полгода просто лежание мертвым грузом, да, моих денег, которыми пользуются организации, и, пожалуйста, дают мне за это доход 3 раза подряд, я еще получаю 13% выплаты. Во-первых, 13% таких вкладов даже нет, да, то есть это уже выгодно. Плюс купончики, по сути, порядка, получается, если годовых считать, то это порядка 20, наверное, процентов как раз доходность, но можно еще посидеть, посчитать, прям вот достоверно, да, вот по вашим суммам, какая у вас будет доходность с учетом 13% налогового вычета и купонного дохода ежеквартального, что очень, собственно, на самом деле выгодно. Чем мне, например, это понравилось, потому что небольшой короткий срок. Вы также можете посмотреть, какие облигации закончатся в ближайших там год-полгода, но перед этим вам нужно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет. Как я уже сказала, но я повторюсь, потому что иногда немножко непонятно. Открывать его можно на 0, то есть просто открыть инвестиционный счет. Индивидуальный инвестиционный счет. Открываете и просто ждете. Можете вот сейчас не вносить, а можете вносить. Чем это тоже плюс на самом деле, потому что у меня не было возможности такой 3 года подряд вносить. А если бы у меня была возможность, конечно, я бы вносила каждый год, все 3 года. Итак, вы, когда вносите, у вас же получается купонный доход, то есть каждых 3 месяца вы получаете свой доход, и он всегда будет больше на несколько процентов, больше, чем обычный вклад. Ну, плюс-минус, вот 3% точно побольше будет, чем обычный вклад. Соответственно, вы уже выигрываете. Плюс вы ждете, чтобы было 3 года и 13% за каждое внесение, но не более вот 400 тысяч рублей. То есть за год 400 тысяч можете внести, потом на следующий год 400 тысяч, потом еще 400, и за каждые по 52 тысячи забрать. Это только 13%. А помимо них еще каждых 3 месяца у вас будет купонный доход, который больше, чем на вкладе. То есть у вас там порядка 20% будет доходность как таковая сама по себе, плюс-минус. То есть все будет зависеть от того, сколько сейчас на вкладе процентов годовых, ну и чуть больше здесь, соответственно, на ИСе. На мой взгляд, это достаточно выгодное вложение, потому что у нас ни для кого не секрет, присутствует инфляция. Да, безусловно, она чаще всего больше, чем официально озвученная. Ну, уж так повелось. И хотя бы даже по той озвученной инфляции, которую нам всегда каждый год рассказывают, говорят,
официально. И то приятно получить, во-первых, 13%, во-вторых, больше, чем обычный вклад, там, какой процент, смотря от вклада, также я вот повторяюсь, да. И еще, что хорошо играет роль, это, соответственно, чем больше финансов, до 1 миллиона вы можете вложить, больше заработать. Это так всегда, исторически это так есть. И самый плюс в этом во всем в том, что облигации это все-таки самый консервативный способ ведения инвестиций. Выход вообще на инвестиционный рынок, облигации это самый консервативный. Не нужно всегда бояться вот этого там, что вы вчера внесли, например, там, не знаю, те же 200 тысяч, а потом такие, там уже 2000 нету. Не нужно это бояться, потому что вашими деньгами пользуются компании разные. Какая компания, вот в какую вы можете в одну вложиться, можете в целую корзину компаний несколько, да, вложиться. И ничего страшного, это нормально, они будут вверх-вниз, только они будут не на большие промежутки вверх-вниз скакать. За счет этого, понятно, будет меньше доход, чем на акциях, но акции это слишком агрессивно, допустим, если вы еще не поняли, еще не до конца понимаете, как с этим работать, еще для вас сложно или просто не хотите рисковать, то все-таки облигации это самый-самый простейший способ, когда можно хоть немножечко, но больше заработать, чем на вкладе. Вот копили вы деньги, все-таки хочется же денежки хоть как-то сохранить. Тут инфляцию можно перекрыть 13%, ну еще доход получить. Собственно, тоже, что хорошо, потому что если они будут лежать под матрасиком дома, ничего они вам, в принципе, не принесут, они просто подешевеют, потому что и 13% с них не заберете, и дохода на них никаких не будет, а через год вы уже не сможете купить то, что купили, что могли купить бы сегодня на эти деньги. И все это прекрасно понимают, поэтому вот такая вот схема интересная я с вами сегодня делюсь. Вот, соответственно, в мае заканчивается течение облигаций. Мои денежки перечисляются на индивидуальный инвестиционный счет, как бы возвратились с процентами, да, и все, и закрылись, и все, и будут мертвым грузом там лежать. Возможно, я еще дальше возьму какие-то облигации, дальше продлю, а возможно, я просто как раз так, как 3 года уже прошло, на тот момент пройдет, я смогу закрыть ИИС, вывести финансы, но не забыть с февраля месяца как раз со вторым купончиком на пару подать на возврат 13% налогового вычета, что, собственно, для меня, конечно, будет приятно. Опять же, повторюсь, это как минимум я сыграю на том, что я перебью инфляцию и еще чуть-чуть заработаю. И денежки сохранила в том числе. Вот такая интересная схема. Если она вам интересна и, например, вы еще хотите что-то дополнить, либо задать вопросы, уточнить, обязательно пишите мне в комментариях, я вам все расскажу, подскажу. Может, что-то, советовать я не буду, конечно, но подсказать я всегда могу. Все-таки моя работа как раз с инвестициями связана, поэтому мне всегда будет интересно рассказать вам о новом каком-то, да не новом, а просто о таких продуктах, которые вы, возможно, слышали не так много, как хотелось бы, не в том количестве информации, возможно, вы владеете, хотелось бы побольше понимать, или, например, чтобы была какая-то подсказочка, схемка, которая, собственно, помогла бы вам немножечко понять, в чем суть и как же все-таки заработать. Мы ведь все-таки с вами работаем для чего? Для того, чтобы приумножить и как минимум не растерять то, что мы заработали. Ведь мы тратим свою жизнь, свое время на работу, а это наша жизнь, и мы, получается, ложим жизнь для того, чтобы заработать деньги. Ну, так, может, еще иметь какие-то интересные схемы, чтобы их сохранить и чуть-чуть приумножить, и чуть-чуть добавить, это тоже очень хорошо. Поэтому пишите в комментариях, может, еще что-то захотите интересного узнать, я вам обязательно расскажу. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, колокольчик. Но колокольчик сейчас очень плохо срабатывает, поэтому заходите на мой канал почаще. Всегда выкладываю либо свою жизнь, либо какие-то обучалки. Обучалки я смотрю иногда даже больше, намного больше нравится, поэтому буду все-таки, у меня пришло опять вдохновение, буду еще вам рассказывать много интересных продуктов. Если вам вообще нравится, что я вас чему-то обучаю, что-то вам подсказываю, пишите в комментариях, мне будет понятно по вашей обратной связи, что это действительно интересно, и я запишу вам следующее видео, точно так же с обучалкой, тоже моего примера, чтобы как бы живой человек рассказывал
о том, что у него действительно есть. И тогда вам будет тоже более понятно. Буду оставлять картиночки, чтобы у вас визуализация какая-то была, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ну, надеюсь, это вам поможет. И пишите, какие вы инвестиции используете, как вы зарабатываете деньги, как вы сохраняете свои финансы. Может быть, у вас тоже есть интересная схема, почему бы и нет, я смогу ее озвучить. Может, кому-то мы поможем. Ну что же, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.